Приветствую всех лояльных и нелояльных фанатов. Буквально вчера вышел абсолютно шедевральный 5-й эпизод Астартес, который, я думаю, никого не оставил равнодушным. При первом же просмотре, наверное, каждый подумал: нихуя не понял. Ну, очень интересно. Поэтому, посмотрев более внимательно все эпизоды, пообщавшись с вами, почитав мнение других фанатов, я думаю, что я смог воссоздать по крупицам часть событий, которые, как мне кажется, остались за кадром. Также хочу, чтобы вы обратили свое внимание на то, что не исключено, что все, что я здесь буду говорить, это всего лишь некоторый надмозг над вольным полетом фантазии автора с целью там хоть как-то оправдать весь этот видеофанфик и запихнуть его повествование в хоть какой-то такой каноничный бэк. Так, думаю, что в целом мы разобрались с этим. Давайте приступим. Из предисловия в первом эпизоде, которые буквально занимают пару строчек, нам становится ясно, что на одной из планет вспыхивает восстание. Орден Воздаятелей, которые больше специализируются на локальных операциях и зачистках, а не на прямых столкновениях, оказывает местным силам поддержку в поимке убегающих на корабле лидеров мятежа. Первым кадром мы видим легкий крейсер класса «Защитник», который, скорее всего, принадлежит местным силам планетарной обороны, а не, как некоторые могли бы подумать, Ордену. Такие выводы можно сделать, потому что в кадре мелькают только 5 десантников из так называемого уникального спецотряда импульсоров, которые и берут на себя подобные тактические операции. Их очень просто отличить по уникальным знакам на шлеме и плечах. После успешного прорыва внутрь баржи еретиков, отряд десантников встречает сопротивление в виде ренегатов из СПО, но те не могут остановить продвижение Астартес, мрут пачками с целью хоть ненадолго замедлить их продвижение в недр корабля. После того, как корабль успешно зачищен, отряд натыкается на 2 псайкеров, которые, скорее всего, и были зачинщиками мятежа на планете. В ходе ожесточенной битвы космодесантники выходят победителями, а перед ними предстает номерное хранилище, которое, как мы поймем дальше, и являлось их истинной целью. В начале 5-го эпизода мы видим 2 других корабля. На втором плане находится фрегат Ордена Воздаятелей, класса Охотник или Гладиус, но наше внимание сосредотачивается на большом боевом корабле класса Немезиды или Император, который, скорее всего, принадлежит Инквизиции, которая с самого начала руководила операцией за кулисами. Действие разворачивается на корабле Инквизиции. Ветеран Ордена, получив отчет от импульсоров о готовности войти в хранилище, идет сообщить об этом Псайкеру-Инквизитору. В соседнем помещении, где находится Инквизитор, над потолком подвешены 2 сферы, которые закованы в пси-подавители. В это время импульсоры входят в хранилище, внутри они обнаруживают маски, такие же, как и на псайкерах, а также незаконченную скульптуру, на которой выгравированы те же узоры не имперского происхождения, что и на самих масках. Они продвигаются глубже, и их встречает сфера, похожая на те, что были на корабле Инквизиции. При приближении Астартес древний артефакт пытается отогнать их с помощью психических сил, но на самих десантников это не сильно действует, словно они не первый раз уже сталкивались с подобным. Поэтому импульсоры применяют на сферу обнулителя с меткой Инквизиции, которые были созданы на основе некронских технологий. Сфера ослабевает. Нас переносят обратно на корабль Инквизиции, где Псайкер, получив подтверждение о захвате сферы, начинает психический сеанс с целью узнать планы врага. Псайкеру удается поймать психический сигнал. В нем он подслушивает разговор 2 сфер между собой. «Кто здесь?» — спрашивает Шар на корабле Инквизиции. «Я потерпел неудачу, брат», — отвечает сфера с корабля еретиков. «Мы все потерпели неудачу. Астартес оскверняют все, к чему прикасаются. Ты должен возвратиться. Сломай свою печать. Нам не удастся выжить. Ты должен. Забери их с собой». Инквизитор обращается к ветерану Ордена и предупреждает об опасности. Тот дает команду передать приказ об отступлении, но уже слишком поздно. Сфера атакует отвлекшегося Инквизитора и захватывает его тело. В последние мгновения своей жизни Псайкер видит отрывки возможного будущего. Силуэты в плащах и масках, которые стоят на фоне энергетического луча. Пламенный мир, в котором 4 из 5 десантников-импульсоров приносятся в жертву. Захваченный Инквизитор верещит: «Оно должно вернуться, оно должно вернуться, оно должно вернуться». А затем полностью теряет над собой контроль, что приводит к его немедленной нейтрализации. В это время ни о чем не подозревающие Астартес становятся жертвами коварного плана сфер. Перед трагичным финалом один из отряда видит жуткую маску, которая очень похожа на Ктан обманщика.
Также в видении Инквизитора эти сущности представлялись в виде закрытых черным диском звезд, что также отсылает нас к Ктан, которые покрывают всю поверхность звезды и высасывают ее энергию. Маска исчезает, а на ее месте начинают мелькать щупальца. Десантников засасывает внутрь сферы. Один из них в попытках вырваться использует плазменный пистолет. Энергия от выстрела ему отрывает руку, однако в шаре образуется дыра, которая начинает источать синее психическое пламя. Внутри сферы находится странное существо, которое обвило своими щупальцами несчастных, а затем оно притягивает их к себе. Импульсор, что потерял руку при выстреле в сферу, оказывается перемещен на пустынную планету. Там на тронах восседают скелеты исполинских размеров. В самом конце на других платформах образуются вспышки, которые, скорее всего, перенесли оставшихся десантников. Какой-то вот такой у нас получился разбор сюжета-пересказ. То, что видео будет дальше, это фанатская теория и спекуляция чистой воды, так что имейте это в виду. У нас с вами все еще осталось пара вопросов. Что это за сфера? Кому принадлежат эти огромные скелеты? И в конце я задам еще один вопрос, на который, я думаю, мы не сможем получить именно такого более обоснованного, что ли, ответа. Хотя, когда речь заходит о фанатских теориях, то, скорее всего, нигде не будет обоснованных ответов, но продолжим. В процессе пересказа я уже сделал несколько затравок, но давайте приступим к разбору каждого из вопросов. Во-первых, сферы. Я думаю, что это артефакты древних, в которых под заточением сидят Ктан. Они находятся в своих тюрьмах, скорее всего, где-то в имматериуме. В пользу данной теории играет тот факт, что готовящийся аватар, маска внутри сферы и маски псайкеров отсылают нас к обманщику, а часто мелькающие символы гаснущих звезд также отсылают к вампирскому естеству Ктан. Судя по всему, на планете, где вспыхнул мятеж, был найден тот самый артефакт. Именно он смог как-то повлиять на разум местных жителей и заставить их создать для него новую оболочку, в которую бы смог вселиться заточенный Ктан. Но мятеж был подавлен, и поэтому зомбированные предатели захватили корабль и стали спасаться бегством в надежде закончить возвращение своего повелителя. Теперь скелеты. Скорее всего, они никто иные, как сами древние, которые были уничтожены этим самым Ктан во время войны в небе. Также стоит обратить внимание, что радикалы из Инквизиции давно изучали подобные артефакты и охотились на них, и именно они стояли за организацией этой операции с самого начала, потому что отряд Импульсор был готов изначально к такому повороту событий, и у них именно в этот момент оказались обнулители с пометкой Инквизиции. В конце мы видели, как на других колоннах появились оставшиеся члены отряда Импульсоров, и, наверное, самый последний вопрос, на который у нас вряд ли будет ответ, это живы они или нет. Если брать во внимание видение Псайкера, то, скорее всего, они мертвы. Последний Астартес выжил, скорее всего, потому что он успел ранить чудище, и то либо испугалось десантника, потому что во время переговоров друг с другом два Ктан, они выражали такую обеспокоенность, и второй из них опасался Астартес. Либо же, наоборот, этот Ктан просто разозлился на него и не захотел давать так просто умереть своему обидчику. При этом сам мир, в котором оказался десантник, скорее всего, олицетворяет собой не только гробницу древних, но и коллекцию трофеев этого самого Ктан. Что же, на этом буду заканчивать. Пишите в комментариях ваши мысли и теории о том, что же нам хотел показать автор. Мне будет интересно почитать. В общем, подписки, лайки, колокольчики по желанию. Я не часто тут что-то заливаю. Обязательно вступайте в мою группу ВКонтакте, где я обозреваю новости по Вахе, и где контент выходит намного чаще, чем здесь. А также поддержите автора оригинала лайком, подпиской и, возможно, донатом. Все полезные ссылки будут в описании. У микрофона был Чейн. Пока-пока!